Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. И это канал о вязании. Завалялось у меня в закромах несколько моточков вот этого джута. Это халва от пряжи Центр. Толщина нити L, то есть это 3 миллиметра. И скажу честно, это очень жесткий и толстый шнур, вязать из которого просто подвиг. Я долго не могла придумать, что же мне из него связать. Пробовала вязать коврик, но в итоге связала пару рядов и просто все распустила, потому что тяжело, потому что трет руки и потому что вязать, слишком много затрат для того, чтобы просто повязать вот из этой пряжи. И, в общем, очень долго эти мотки пряжи у меня лежали без дела, и наконец-таки я решила, что я с ними сделаю, как бы с минимумом вязания. Из одного мотка вот такой пряжи крючком номер 5 я связала вот такой клубочек. Был моток, стал клубочек. Этот клубочек — это вязаный шнур колосок, который вяжется практически как цепочка из воздушных петель. Чуть-чуть сложнее, чуть-чуть он будет более плотный и, наверное, он будет в 100 раз красивее. Смотрите, у меня на канале очень много мастер-классов о том, как вязать этот шнур-колосок в один цвет, в 2 цвета, о том, как его использовать в разных изделиях. Поэтому в этом видео останавливаться на самом вязании колоска я не буду. Все ссылки внизу под видео, либо по подсказке. И даже просто при вязании вот цепочки практически из воздушных петель и этой пряжи я натерла себе жуткую мозоль на среднем пальце, да, поэтому если тоже решите повторить мой подвиг, будьте аккуратны. Программа по вязанию этим джутом выполнена, и дальше я буду из него шить. Я беру этот шнур-колосок, складываю его в улитку, и при этом я держу его изнанкой к себе. Дальше размещаю эту улитку под лапкой швейной машинки и делаю несколько прямых стежков крест-накрест, просто чтобы закрепить эту улитку. Улитка готова. Дальше я меняю строчку на зигзаг, ставлю зигзаг шириной 5 мм и начинаю шить. То есть мой зигзаг проходится между двумя краями этого шнура, колосок. Колосок вообще сам по себе это плоский шнур, и вот сшиваю я стороны этого колоска в технике зигзаг на швейной машинке. Самое сложное в этой технике — это начало, сделать вот этот крест, а затем сшить зигзагом по маленькому диаметру. Здесь приходится и шить, и одновременно поворачивать это изделие. На большом диаметре это делать уже намного проще. Шью я тут белыми нитками, нужно было, конечно, выбрать нитки в тон пряжи, но у меня таких не оказалось. Зигзагер я абсолютно начинающий, поэтому периодически я останавливаю свою швейную машинку, да и вообще работаю на самой маленькой скорости. Вот так выглядит сшиваемая поверхность. Напоминаю, что это изнанка изделия, а не его лицевая сторона. Из особенностей работы с плоским шнуром колосок могу отметить, что в клубочке он еще и получается скручен по спирали, поэтому периодически приходится его раскручивать для того, чтобы он просто ровно лег в сшиваемую поверхность. По совету практически всех опытных зигзагеров я подкладываю коробку для того, чтобы продлить столик моей швейной машинки, чтобы полотно на больших диаметрах было ровным. Продолжаю работать в этой технике, пока весь клубочек не закончится. Из недостатков этого джута также могу отметить очень неравномерную толщину нити в самом мотке. Моток пряжи у меня закончился. Вот так выглядит изнанка моего круга. Здесь у меня немножко вспух центр, но я очень надеюсь это исправить с помощью утюга. Также мне встретилось несколько узлов в мотке этого джута. И давайте я вам покажу, как выглядит лицевая сторона в этой технике. На лицевой стороне шнур-колосок образует такие косы и складывается в очень интересный узор. Зигзаг, конечно, виден, видны нити, кое-где я проходилась 2 раза. Но это белая нитка, это черновая нить, и дальше я буду ее маскировать.
Дальше я погладила это изделие утюгом на максимальной мощности с паром. Джут не боится глажки с паром. И посмотрите, изделие расправилось, и шапочки, волны, все это ушло. А затем я обнаружила в своей машинке вот эти все декоративные строчки и решила, что мне обязательно нужно их использовать. Для выполнения декоративных строчек я меняю цвет нити с белого на черный и буду теперь вышивать. Вышивать я буду по лицевой стороне и буду двигаться в противоположном направлении, то есть не от центра к краю, а наоборот, от края к центру. Декоративные строчки черной ниткой я прокладываю ровно над строчками, которые были сшиты белой нитью зигзагом. То есть я опять шью ровно между стыками колосков, для того, чтобы сделать полотно более плотным, более ровным и более прочным. Одним узором я прохожу ровно один круг своего изделия, а на следующем витке меняю узор на какой-нибудь другой. Больше всего мне понравился, как смотрится вот этот узор из шариков на джутовом полотне. Меньше всего меня впечатлили узоры, которые имитируют вышивку крестиком, они как-то потерялись, но при этом прочность, например, совершенно не пострадала, то есть для своих функциональных целей они отлично подошли. Как я потом обнаружила, шитье в противоположном направлении от края к центру имеет один недостаток. Центр изделия при этом начинает очень сильно вспучиваться. То есть у меня получалась такая шапочка в центре, а по краю были большие широкие поля. Я очень надеялась, что утюг поможет мне справиться с этим дефектом тоже. Поэтому я отправилась снова гладить свое изделие на максимальной мощности с паром, и утюг действительно справился с этой шапочкой. Вот так выглядит поверхность после глажки, и в центре я решила не прокладывать узоры по кругу, а выложить снежинку из тех же декоративных узоров. И вот как смотрится финальный вариант моих кругов. Здесь вышитые черные узоры на джутовом фоне. Белые нити практически не видны, я их не удаляла. Я сделала два таких круга. Это уже может быть коврик, либо сидушка на стул. Для коврика можно связать диаметр побольше. Я же хочу сделать из этих кругов сумку, то есть сделаю еще ручки и донышко. Дальше приступаю к созданию донышка, который будет одновременно являться и боковыми частями. Я здесь работаю точно так же, как я работала на кругах. Складываю шнур-колосок изнанкой к себе, лицом вниз и начинаю шить. Только шью уже не круг, а овал. Но, к сожалению, в итоговом изделии я не попала в размер, который я задумывала, и мне пришлось этот овал распороть, поэтому это все мне совершенно не пригодилось. Следующий вариант донышка я решаю делать поворотными рядами. Но здесь я уже складываю этот шнур-колосок лицевой стороной к себе. Не знаю, почему я сразу не решилась так делать. Просто прикладываю края этой косы друг к другу как бы домиком, прошиваю зигзагом, и все получается ровно, красиво, никаких отверстий, зазоров не наблюдается. Работаю так поворотными рядами, дохожу до одного края, поворачиваю изделие и начинаю пришивать эту косу с другой стороны. На торчащие белые нитки не обращайте внимания, эти нитки остались после того, как я все распорола. Достигнув нужной ширины донышка, я решаюсь пройти по периметру этой детали шнуром колосок. Здесь я, к сожалению, закрыла все своими руками, поэтому вам плохо видно, но просто поверьте мне на слово. Я обшиваю эту деталь шнуром по прямоугольнику. Мне показалось, что так короткие срезы этого прямоугольника будут выглядеть аккуратнее. Но при этом я получила вот такие отверстия, которые в дальнейшем я просто затянула вручную с помощью обычной нитки и иголки.
Без декоративных швов на этой детали тоже не обошлось. Меняю белую нить на черную, выбираю уже понравившиеся декоративные строчки и украшаю эту деталь. Доделала я эту прямоугольную деталь, вот что получается. На белые нитки не обращайте внимания, я их потом удалю. По размерам в ширину этот прямоугольник 13 сантиметров, а в длину 92 сантиметра. Диаметр каждого из этих кругов приблизительно 40 сантиметров. Дальше сшиваю прямоугольную деталь с круглыми деталями, складываю их изнанка к изнанке, выбираю зигзаг пошире и прохожусь по краю. Со второй деталью поступаю точно так же. Без потерь я не обошлась, сломала я несколько иголок при работе в этой технике. В этой же технике делаю две ручки. Ширина моих ручек 4 сантиметра, а длина 80 сантиметров. Размечаю места, куда будут пришиты ручки к сумке, и иду пришивать их. Но, к сожалению, машинка моя не захотела пришивать ручки к сумке. Она все время капризничала, выдавала какую-то ошибку. В итоге я плюнула и просто пришила эти ручки вручную, обычной иголкой с ниткой. На сумку у меня ушло просто какое-то невероятное количество обычных ниток для шитья. Это все пустые втулки от них. Самого же джута мне потребовалось чуть больше 3 мотков. По одному мотку ушло на круглые детали, один моток ушел на прямоугольную деталь, и от 4-го мотка я взяла немного джута для того, чтобы сделать вот эти две ручки. Вот такой получилась у меня сумка. Наверное, это моя самая большая работа из джута. По времени у меня ушло на эту сумку несколько вечеров. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, не забывайте про свои лайки, оставляйте свои вопросы, пишите комментарии, сохраняйте видео к себе в плейлист и не забывайте подписываться на канал для того, чтобы не пропустить мои следующие видео. Спасибо за внимание. Пока-пока.